Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептами красивых и вкусных закусок и канапе для праздничного меню. Такие порционные закуски очень украшают стол. Готовятся они легко и, конечно, можно импровизировать и заменять продукты по своему усмотрению. Предлагаю приготовить чудесную закуску с селедкой с необычным, очень вкусным свекольным крем-муссом. Для моей закуски мне понадобится багет. Разрезаю багет на кусочки. У меня багет получается такой довольно большой, а я хочу сделать закуску такую небольшого размера, поэтому каждый кусочек я еще разрежу пополам, чтобы получилась такая небольшая закуска, можно сказать, на один укус. Я хлеб отправлю запечься в духовку, перекладываю его на противень, сбрызгиваю сверху оливковым маслом. Вообще, конечно, для этого рецепта можно использовать и черный хлеб. Он сюда вообще прекрасно подойдет. Но мне нравится с белым багетом. Немного все солю и присыпаю орегано. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку буквально на 10 минут. И теперь я делаю очень простую намазку. И такую красивую и вкусную. Отправляю в чашу блендера свеклу. Добавляю зубчик чеснока. И также добавляю пол баночки крем-чиза, примерно 150 граммов. Также по вкусу можно добавить немного соли, но совсем чуть-чуть, так как у нас уже гренки тоже соленые и сельдь, конечно, тоже соленая. Хорошо все измельчаю. Гренки я уже достала из духовки, они хорошо подсушились и подрумянились. На каждую гренку выкладываю вот эту замечательную намазку крем-чиз и свекла. Теперь на каждый кусочек укладываю селедочку. Сверху все можно присыпать зеленым луком, либо украсить зеленью. Ну, конечно, лучок идеально подходит к селедке. Получилась очень красивая, по-настоящему праздничная закуска с селедкой. И, конечно, она очень вкусная. Также предлагаю приготовить очень простую и вкусную закуску с колбасой и сыром. С хлеба для тостов обрезаю корочки. Конечно, из этих корочек потом можно сделать сухарики. Кусочки хлеба раскатываю скалкой. Хлеб промазываем творожным сыром. Я использую крем-чиз Филадельфия. Можно даже промазывать не крем-чизом, не сыром, а, допустим, промазать майонезом. Сверху выкладываю кусочки колбасы. Колбасы у меня получается вот так несколько слоев. Мне надо закрыть полностью хлеб, чтобы получился такой слой колбаски. Сверху выкладываю сыр. Это у меня обычный плавленый сыр для тостов. Слегка промазываю майонезом, чтобы скрепились слои. Выкладываю сверху второй кусочек. Прижимаю. Сверху снова промазываю слегка майонезом. Снова сыр. И накрываю еще одним кусочком хлеба. Хорошо все прижимаю. Получается как такой слоеный тортик. Теперь все разрезаю на кусочки. Края можно немного подровнять. Конечно, размер канапе выбирайте сами, но они не должны быть слишком большими, на мой взгляд, чтобы можно было попробовать разное. Каждую канапешку слегка промазываю сверху майонезом.
И также буду использовать корнишоны. Протыкаю шпажкой. Закуска с колбасой и сыром готова. Все быстро и просто. Следующая традиционная закуска со слабосоленой красной рыбой в тарталетках. Она выглядит очень эффектно. Понадобится слабосоленая красная рыба. Как засолить рыбу дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Эту рыбу я также солила сама. Аккуратно отрезаю рыбу тонкими пластинками. И также для этой закуски я буду использовать вот такие домашние песочные тарталетки. Как сделать их дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. На тарталетку выкладываю листик салата. Из кондитерского мешка выдавливаю крем-чиз. Кусочек красной рыбы сворачиваю вот такой волной. Выкладываю в тарталетку. Сверху крем-чиз присыпаю слегка черным кунжутом. Получается вот такой классический вариант тарталеток с красной рыбой. Это и вкусно, и выглядит нарядно. Также предлагаю сделать маленькие гренки в итальянском стиле. Брускетты с прошутто и вялеными томатами. Можно заменить ветчиной и свежими помидорами. Мне понадобятся кусочки багета. Можно обжарить либо на сковороде с оливковым маслом, либо подсушить в тостере. Я подсушила в тостере. Каждый кусочек хлеба я промазываю крем-чизом. Также я буду использовать вяленые томаты. Выкладываю томат сверху на гренку. Рядом выкладываю листики салата. Прошутто вот таким образом собираю гармошкой. Можно также использовать и хамон, либо другую ветчину или колбасу. Выкладываю сверху на гренку. Сверху слегка я все промазываю оливковым маслом. Я использую оливковое масло, которым у меня были помидоры. И мясо тогда меньше подсыхает. И сверху выкладываю листик рукколы. Закуска в итальянском стиле также уже готова. Друзья, надеюсь, рецепты закусок вам понравились. Если да, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!